Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 28 марта, мы с вами проводим промежуточный выпуск. Я вам напомню, что с понедельника по четверг у нас выходят промежуточные выпуски, минут по 10-12. И в пятницу у нас ответы на вопросы. Вопросы вы можете оставлять в комментариях под нашим роликом, который выходит в среду. Еще раз подчеркиваю, в комментариях под нашим роликом, который выходит в среду, вы можете оставлять свои вопросы. А в комментариях к сегодняшнему видео вы можете просто написать какие-нибудь добрые слова поддержки, ну или все, что считаете нужным. Если вы поддерживаете наш канал, желательно как минимум 5 слов, и поставить лайк к этому видео. Также хочу напомнить, что в воскресенье выходят наши итоги недели с Сергеем Жирновым. Так, я думаю, что все напомнил. Ну, конечно, хочу напомнить, что есть возможность подписаться на наш Patreon. В Patreon я отвечаю на все вопросы, которые вы задаете. И я думаю, что наши уважаемые подписчики удовлетворены и всячески помогают нам, мы помогаем им. Так, теперь давайте перейдем к темам. Первая тема. Россия в огне. Вы знаете прекрасно о вернее так, как бы это правильно сказать, все более и более увеличивающемся количестве пожаров на предприятиях промышленных, на складах. И если в прошлом году по оценкам силовиков здесь место имели то безалаберность, то несчастный случай, то там ошибка на работе, когда во время строительных работ, производимых без надлежащих правил противопожарной безопасности, вспыхивал пожар, то сейчас, и тогда говорили, что диверсии практически нет, и это практически исключено, то сейчас за последние 2 месяца в докладе президенту говорят силовики, указывают, что 80% пожаров это все-таки диверсия. Что заставило силовиков поменять свое мнение? Ну, у меня есть информация, пока воздержусь от обнародования ее, но все идет в нужном ключе. У силовиков начались определенные разброты, шатания, как любит говорить президент России. Ну и президента поставили перед фактом. Если раньше президент мог еще себя тешить мыслью о том, что пожары это все какая-то ерунда, ну, вот просто люди находятся в каком-то таком состоянии, ну, то ли оцепенения, то ли немного не в адеквате, то ли из-за осени, то ли из-за начала зимы в прошлом году, когда массовые пожары начались, то сейчас немножко остудили президента, объяснили ему, что нет, все-таки диверсии. Бороться с диверсиями поручено ФСБ. ФСБ взяла под контроль основные пожары и говорят, что основные... Опять-таки, ну как можно взять под контроль все объекты, ну, даже с точки зрения такой могучей, в кавычках, организации, как ФСБ, как можно взять под контроль все объекты? Ну, практически никак. Установить везде противовоздушную оборону или средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ну, это сумасшедшие деньги, этого никто делать не будет. Это понятно. Поговорить с сторожами, ну, разве что провести воспитательные беседы и взвалить в конечном итоге вину на те предприятия, которые занимаются охраной данных складов или данных предприятий. А если охрана местная, если охрана из сотрудников предприятий, то как вообще то, что надо, обвинить просто сотрудников охраны в том, что безалаберно относились к своим прямым обязанностям и не уследили, не взлетели в воздух и не сбили там беспилотный летательный аппарат. Ну, наверное, как я понимаю, будет примерно так. Пожары всерьез беспокоят президента, потому что это действительно приобрело массовый характер, это явление приобрело массовый характер, массовые диверсии с довольно значительными пожарами. Жертв немного, но проблема в том, что уничтожаются довольно серьезные запасы необходимого, в том числе ВПК,
необходимых материалов и оборудования. И президент насторожен. Приказал заниматься более внимательно такими объектами. Так, теперь перейдем дальше. Дальше вообще вопиющий случай. Вопиющий, который стоит с вами обсудить. Вы прекрасно знаете, что сегодня отцу девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок, суд вынес приговор 2 года колонии. Идиотизм на грани фантастики. Вы представляете, ребенок нарисовал рисунок, ребенок, действительно ребенок. Возможно, ребенок более сознательный, чем другие дети, возможно, более умный, возможно, более воспитанный, возможно, более смекалистый, возможно, более понимающий. Сейчас такие дети абсолютно не ценятся в России, абсолютно. По мнению Путина, подрастающее поколение должно быть дебилами. Должны быть дебилами, которые должны быть необразованными. Просвещение надо загнать куда-то в глубочайшую задницу. Должно вырасти поколение форменных дебилов, по мнению Путина. Это действительно так. Это обсуждается практически прямым текстом в окружении президента. Президент высказывал неоднократно лично такие интересные мысли. И мы понимаем, что борьба с детским, ну, давайте так назовем, с детскими антивоенными мыслями, это, конечно, это даже не дно. Это ниже, чем дно, гораздо ниже. Такого дна не придумаешь. Это, конечно, падение. Это не просто коррозия системы. Это идиотизм на грани фантастики. Даже отчаянные турбопатриоты удивились столь суровому приговору суда. Отцу ребенка 2 года лишения свободы. За что? За рисунок ребенка? Ну, бред. Бред это даже уже не антиутопия. Это уже, конечно, как говорит один мой знакомый, трэш. Трэш неописуем, вменяемым обычными словами. И, конечно, падение. Нет слов, одни выражения. Да, так давайте обсудим, к чему это все приведет. Приведет это все к тому, что система будет гнить и коррозировать дальше. Нет никаких сомнений, что это вызовет определенные движения. Общее недовольство, которое высказывал Иосиф Пригожин, продюсер, в своих разговорах с Ахмедовым, предпринимателем, довольно значительным предпринимателем, в своих телефонных разговорах, мы понимаем, что практически все представители элит говорят примерно одно и то же. Все считают Путина преступником, все считают, что война преступна и незаконна, и являет сама по себе полный идиотизм нынешних властей, но ничего поделать пока, еще раз подчеркиваю, пока не могут. Как только власть предоставит достаточное количество триггеров, либо это будет один триггер, либо несколько, терпение у многих лопнет. И я вам скажу, что подобные приговоры за рисунки детей, они ведь настораживают не только обычных людей, не только гражданское общество, оно настораживает и элиты. Все прекрасно понимают, что такой, случай, как у Ройзмана, когда он не писал пост, и ему просто сказали, вот человек написал пост, хотя он его действительно не писал. Вот тебе, будь добр, 15 суток ареста, или 14, извините, если я ошибся. Мы понимаем, что теперь не надо совершать никаких преступлений. Найдут у какого-то представителя элит, даже, возможно, силовых, какой-то детский рисунок, на котором будет неважно, что изображено. Найдут сочетание 2 цветов, желтого и синего. Скажут, это дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. И все. И поплывет папаша. Кем бы он ни был. В долгий путь на долгие года. В дальний путь на долгие года. Поэтому, конечно, это действительно напрягает. Это напрягает, потому что сейчас, в скором времени, я уверен, возьмутся за турбопатриотов. Сейчас немножко остыли. Спустя какое-то время возьмутся из-за них. Мы видим, что, несмотря на то, что тот же самый пресловутый Иосиф Пригожин, который на федеральных эфирах и в интервью был турбопатриотом, мы видим, что он все прекрасно понимает, все адекватно оценивает и высказывается довольно прогрессивно. Поэтому я уверен, довольно скоро
довольно скоро наступит конец всему этому идиотизму. Так, мы с вами уже 10 минут в эфире. И хочу вам напомнить, что мы вас любим. Это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Мы обязательно с вами увидимся, услышимся уже завтра. Хочу вам опять еще раз напомнить, что лайк под этим видео поможет в рейтингах поднять наш ролик и получить больше просмотров. Комментарий с 5 слов. Это замечательно и также влияет на позиции в рейтинге и в рекомендациях. Большое спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.